Из этого видео вы узнаете, куда вложить деньги в этом году и получить прибыль. А в конце ролика приведем главные правила выгодного инвестирования денег. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Куда лучше вложить деньги в текущем году? Рассмотрим варианты вложения денег по мере возрастания возможной доходности. Вариант первый. Банковские вклады. Этот способ вложения средств известен каждому и предельно прост. Однако ставки по вкладам обычно невысоки. Чтобы получить более высокий доход, нужно выбрать программы без возможности частичного снятия и пополнения, по ним процент выше. Плюсы. В России действует система страхования вкладов. Это значит, что в случае банкротства финансовой организации государство вернет вкладчикам их деньги, правда в ограниченном размере. Минусы. Доходность по вкладам низкая, поэтому такой способ подходит скорее для сохранения уже существующего капитала от инфляции. Чтобы жить только на проценты, придется вложить очень большую сумму. Подробнее про депозиты в банке и условия открытия вкладов смотрите в одном из наших видео. Вариант второй. Недвижимость. Инвестирование в недвижимость является одним из наиболее популярных способов вложения денежных средств. Есть некоторые способы получения дохода с недвижимости. Первый. Приобретение жилой недвижимости для сдачи в длительную аренду или посуточно, а также покупка с целью перепродажи по более высокой стоимости. Второй. Приобретение коммерческой недвижимости, торговой точки, офиса или склада для сдачи в аренду. Этот вариант имеет высокую доходность, однако во время кризисных ситуаций возможны проблемы с поиском арендаторов. Третий. Субаренда недвижимости. Подходит тем, у кого нет средств для покупки жилья. Главное – получить письменное согласие собственника жилья на субаренду. Плюсы. Недвижимость крайне редко падает в цене. Наоборот, цены на жилье, как правило, только растут. Поэтому этот способ поможет не только сохранить, но и приумножить капитал. Минусы. Высокая стоимость объектов недвижимости. Далеко не у каждого есть в наличии подобные суммы. Еще недвижимость требует постоянного участия. За состоянием площадей нужно следить и своевременно осуществлять их ремонт, искать арендаторов, платить налоги, а в случае, если вам срочно понадобились деньги, жилье бывает довольно сложно продать в короткий срок. Подробный ролик про инвестиции в недвижимость смотрите на нашем канале. Вариант третий. Драгоценные металлы. Чаще всего инвестируют в золото, серебро, платину и палладий. Такой способ вложения средств не позволит получить крупный заработок, но зато даст возможность сохранить средства в кризисные периоды. Как правило, это приобретение слитков или инвестиционных монет в банке, или открытие ОМС, обезличенного металлического счета. Плюсы. В отличие от ценных бумаг, драгметаллы не могут полностью обесцениться, а в последние годы цены на них, в особенности на золото, еще и растут. Минусы. Заработать быстро не получится. Драгметаллы – вариант долгосрочных вложений. На нашем канале есть видео про инвестиции в золото, серебро и прочие драгоценные металлы. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Вариант четвертый. Бизнес. Можно открыть собственный бизнес или вложить деньги в чужой проект. Для успешного заработка важно найти перспективную нишу. Выгодно вкладываться можно в онлайн-проекты, блоги, сайты, аккаунты, паблики. Но стоит учитывать, что из-за высокой конкуренции немало средств будет потрачено на рекламу и раскрутку, без которых о вашем проекте просто никто не узнает. Плюсы. В бизнесе, как и в случае с акциями, нет потолка прибыли. Минусы. Достаточно высокие риски. При неграмотном менеджменте даже свежая бизнес-идея может стать убыточной. Открывая собственный бизнес, в него нужно вкладывать время. Поэтому о пассивном доходе речи не идет. Предприниматели уходят в свой проект с головой. Вариант пятый. Ценные бумаги. Наиболее популярные инструменты – акции и облигации. Чтобы начать инвестировать в акции, потребуется открыть брокерский счет. Далее перед вами открывается два пути получения прибыли.
Получение дивидендов в виде фиксированного значения, утвержденного собранием акционеров. Выплаты при этом будут осуществляться с определенной периодичностью. Купля-продажа акций. В этом случае доход получается от разницы цен. Купить дешевле и продать дороже. Плюсы. Возможность получения пассивного дохода от дивидендов. Кроме того, акции хороши тем, что не имеют потолка прибыли. Минусы. Высокая волатильность рынка. Акции, которые при покупке казались доходными, могут резко упасть в цене. Поэтому у инвестора отсутствуют какие-либо гарантии получения прибыли. Клиент должен оплачивать комиссии за ведение брокерского счета, вывод средств, конвертацию и другие услуги. Также с полученного дохода нужно выплачивать налог. Чтобы зарабатывать на фондовом рынке, но с меньшими рисками, инвестору стоит рассмотреть облигации. Они куда более стабильные и предсказуемые. В кризисные времена именно облигации считаются главным защитным активом. Плюсы. Более высокая доходность, чем по вкладам. Проще в управлении, чем акции. Еще облигации отличаются высокой ликвидностью. Их можно легко реализовать на рынке, не потеряв прибыль. Минусы. Необходимость уплаты налогов с полученного дохода. Также существует риск, что компания обанкротится. Однако в этом случае владелец облигаций имеет больше шансов на возврат средств, чем акционер, потому что будет стоять первым в очереди получения платежей. Дополнительную информацию о том, как инвестировать в акции и другие ценные бумаги, вы получите, посмотрев отдельный видеоролик. Вариант 6. Инвестиционные фонды. Под ними чаще всего подразумевают ETF и ПИФы. Паевые инвестиционные фонды представляют собой коллективные инвестиции. Доход держателей паев зависит от успешности проводимых фондом сделок. Каждый фонд стремится показать как можно лучший результат, ведь от этого зависит и их прибыль. Плюсы. Всю работу ведет управляющая компания. Интересы пайщика защищены законом. Доходность может быть выше, чем по облигациям и банковским вкладам. Минусы. Доход не гарантирован. Иногда пайщики теряют все деньги. Кроме того, нужно платить НДФЛ, если владеть паями меньше 3 лет. ETF или Exchange Traded Fund – это портфель ценных бумаг, где могут быть акции разных компаний. При покупке одной акции фонда инвестор становится владельцем части каждой из них. ETF удобен тем инвесторам, которые не хотят разбираться в каждом инструменте, следить за качеством портфеля. Все сделает фонд. Плюсы. Инвестор получает готовый диверсифицированный портфель. Деятельность фонда контролируется Центральным банком. Минусы. Если акции куплены менее 3 лет назад, нужно платить НДФЛ. Наличие дополнительных расходов в виде комиссий за управление фондом. Вариант 7. Криптовалюта. Криптовалюта – актив с высокой волатильностью и совершенно непонятной внутренней стоимостью, которую невозможно достоверно оценить. В общем портфеле желательно иметь долю криптовалюты не больше 50%. Приобрести ее можно через обменники, криптобиржи, кошельки и P2P-площадки. Плюсы. Высокая потенциальная прибыль. Есть те, кто инвестировал в биткоин в начале его существования и сегодня является миллионером. Минусы. Криптовалюта – высокорисковый финансовый инструмент. Инвестору необходимо иметь знания в этой области. Ее стоимость сложно спрогнозировать, так как она подвержена внешнему влиянию и может резко колебаться под действием новостей, настроений инвесторов и прочих факторов. Подробнее об инвестициях в криптовалюту мы рассказывали в предыдущем видео. Советуем его также посмотреть. Главные правила успешного инвестора. Правило первое. Чем больше риск, тем выше доходность. Важно определить для себя их оптимальное соотношение. Правило второе. Инвестируйте в сферы, в которых обладаете достаточными знаниями. Правило третье. Реинвестируйте полученную прибыль. Правило четвертое. Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель. Так вы снизите риск потерять все и сразу. Правило пятое. Создайте финансовую подушку безопасности, которая спасет в случае непредвиденных расходов. Правило шестое.
Никогда не используйте для инвестирования заемные средства. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. До новых встреч!